Осень 1957 года. Жители Челябинской области с удивлением наблюдают невероятное явление. Ночное небо озаряется ярким, кроваво-красным свечением. Местная пресса радостно сообщает о редком полярном сиянии. Люди выходят на улицы, любуются небесными красками, не подозревая, что на них прямо сейчас оседает смертоносный радиоактивный пепел. Никакого полярного сияния не было. Это светилась смерть. Всего в нескольких десятках километров от них, в секретном городе которого не существовало ни на одной карте мира, только что произошла крупнейшая на тот момент ядерная катастрофа в истории человечества. Катастрофа, которую советская власть, а вместе с ней и спецслужбы Соединенные Штаты Америки будут скрывать от всего мира долгих 30 лет. Добро пожаловать в Челябинск-40. Место, где радиация стала государственной тайной. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир навсегда изменился. Советский Союз оказался в ситуации жесточайшего цейтнота. Стране срочно нужна была своя атомная бомба, чтобы не проиграть в начинающейся холодной войне. Сталин поручил эту задачу Лаврентию Берии и Игорю Курчатову. Цена не имела значения. Жизни людей, экология, безопасность – все это было отброшено ради одной цели – получить оружейный плутоний. В глухой Уральской тайге, вдали от посторонних глаз, тысячи заключенных ГУЛАГа строили первый промышленный ядерный реактор и сверхсекретный комбинат под безобидным кодовым названием «Маяк». Вокруг него вырос закрытый город Челябинск-40. Сегодня мы знаем его как Озерск. Но у спешки была страшная цена. В первые годы работы комбината советские ученые еще не до конца понимали, как правильно обращаться с огромным количеством смертоносных радиоактивных отходов. Сначала их просто сливали в местную реку Теча, из которой пили воду десятки деревень. А когда люди начали массово умирать от загадочной лучевой болезни, которую врачам приказали называть вегетососудистой дистонией, отходы стали прятать под землю. Как получилось, что суперсовременный по тем меркам объект превратился в бомбу замедленного действия? И как государственной машине удавалось скрывать взрыв, который выбросил в атмосферу 20 миллионов кюри радиоактивности, заставив молчать не только сотни тысяч своих граждан, но и иностранные разведки? В этом видео мы поднимем завесу секретности над Кыштымской аварией, третьей по масштабам ядерной катастрофы в истории после Чернобыля и Фукусимы. Мы разберем эту историю на 3 ключевых акта. Сначала мы спустимся в радиоактивные подземелья комбината «Маяк» и узнаем, как банальная человеческая лень и техническая халатность привели к неминуемому взрыву. Затем мы поминутно восстановим события 29 сентября 1957 года. Дня, когда бетонная крышка весом 160 тонн взлетела на воздух, а радиоактивное облако накрыло площадь в 20 тысяч квадратных километров. И в третьей, самой шокирующей части нашего расследования, мы покажем, как КГБ проводило операцию по зачистке территорий и почему Центральное разведывательное управление Соединенные Штаты Америки, узнав о катастрофе, решило подыграть Советам и тоже засекретило эту информацию. Правда, зарытая в радиоактивных могильниках Урала, наконец-то вырвалась наружу. Приготовьтесь, мы начинаем. К середине 1950-х годов проблема радиоактивных отходов на комбинате «Маяк» стала критической. Сливать высокоактивную грязь в озера и реки было уже невозможно. Природа Урала буквально светилась от радиации. Тогда инженеры придумали новое решение – построить под землей гигантский комплекс хранилищ. В глубокие бетонные каньоны поместили огромные цилиндры из нержавеющей стали объемом 250 кубических метров каждый. На профессиональном жаргоне атомщиков они назывались банки. Сверху каждую такую банку закрывала массивная бетонная крышка весом 160 тонн. Поверх крышки насыпали 2-метровый слой земли и укладывали зеленый газон. Снаружи это выглядело как обычная лужайка, но под землей бурлил настоящий ядерный
ядерный ад. Высокоактивные жидкие отходы, содержащие нитраты и ацетаты, обладали одной пугающей особенностью. Из-за интенсивного радиоактивного распада они постоянно выделяли колоссальное количество тепла. По сути, эта жидкость все время кипела. Чтобы резервуары не перегревались, вокруг них была проложена сложная система охлаждающих труб, по которым непрерывно циркулировала ледяная вода. Система должна была работать идеально. Но это был Советский Союз эпохи штурмовщины. Контрольно-измерительные приборы тех лет были крайне ненадежны. Кабели, проложенные в агрессивной радиоактивной среде, быстро окислялись и выходили из строя. Операторы на пультах управления часто видели ложные сигналы и со временем просто перестали доверять приборам. В 1956 году, за год до катастрофы, в охлаждающей системе резервуара номер 14 произошла утечка. Трубы дали течь. Вместо того, чтобы остановить работу всего комплекса, слить смертоносную жидкость и починить систему, руководство приняло чудовищное по своей простоте решение. Они просто перекрыли подачу воды в поврежденный резервуар. Банка номер 14 осталась без охлаждения. На протяжении целого года жидкость внутри нее медленно, неумолимо выкипала. Температура росла каждый день. К сентябрю 1957 года вода испарилась почти полностью. На дне резервуара образовался сухой осадок из десятков тонн взрывоопасных нитратных и ацетатных солей, пропитанных высокоактивными изотопами стронцием-90 и цезием-137. Температура внутри стальной бочки достигла критических 350 градусов по Цельсию. Сухая соль начала плавиться. Система мониторинга была мертва. Дежурные смены на поверхности спокойно ходили по зеленому газону, не подозревая, что у них под ногами работает гигантский раскаленный химический детонатор, заряженный радиоактивной смертью. Точка невозврата была пройдена. Воскресенье, 29 сентября 1957 года. 16 часов 22 минуты по местному времени. На комбинате «Маяк» прогремел мощнейший взрыв. Это не был ядерный взрыв, как в Хиросиме. Это был тепловой, химический взрыв скопившихся солей. Но его сила была невероятной. Она оценивается примерно от 70 до 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна с легкостью разорвала бетонный каньон. Та самая крышка весом 160 тонн, которая должна была сдерживать радиацию, была отброшена на 25 метров в сторону, как пушинка. Огненный столб взметнулся в небо на высоту более километра. В атмосферу было выброшено 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Для сравнения, во время Чернобыльской катастрофы выброс составил около 50 миллионов кюри. Но если в Чернобыле значительная часть радиации разлетелась по всему северному полушарию мелкими частицами, то в Кыштыме тяжелые плотные радионуклиды начали почти сразу падать на Землю. Сильный юго-западный ветер подхватил смертоносное облако и понес его на северо-восток. Так образовался печально известный ВУРС – Восточно-Уральский радиоактивный след. Это была полоса смерти длиной 300 километров и шириной до 50 километров. Именно это светящееся облако из радиоактивных аэрозолей местные жители приняли за полярное сияние. В зоне заражения оказались около 270 тысяч человек из 217 населенных пунктов Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Что сделало руководство комбината и города в первые часы? Практически ничего. В закрытом городе Челябинск-40 была поднята тревога, солдаты внутренних войск начали отмывать дороги и здания. Но жителям обычных деревень, находившихся прямо на пути следования радиоактивного облака, никто ничего не сказал. Лишь спустя неделю, когда уровень радиации в деревнях вроде Бердяниша и Сатлыкова превысил все мыслимые и немыслимые пределы, а у людей начались массовые кровотечения, рвота и обмороки, началась запоздалая эвакуация. Людям давали на сборы несколько часов. Им запрещали брать с собой вещи, скот, документы. Вывозили только в том, что было на них надето. Оправдания для селян придумывали на ходу. «Здесь нашли месторождение нефти. Вам нужно уехать». Ни слова о радиации. Ни слова о том, что их дома теперь ядовиты. Стронциум-90, который преобладал в выбросе, является одним из самых опасных элементов для человека. Он имитирует кальций и мгновенно накапливается в костях,
облучая костный мозг изнутри и вызывая лейкемию. Сотни тысяч людей оказались подопытными кроликами в гигантском недобровольном радиобиологическом эксперименте. Масштаб катастрофы был таков, что спрятать ее, казалось бы, невозможно. Но советская тоталитарная машина продемонстрировала пугающую эффективность. Территория Восточно-Уральского радиоактивного следа была немедленно отцеплена войсками КГБ и МВД. Началась операция по тотальной ликвидации. Солдаты-срочники и заключенные без специальной защиты в обычных марлевых повязках сносили бульдозерами целые деревни. Деревянные избы сжигали, каменные взрывали. Зараженный урожай запахивали глубоко в землю. Уничтожался весь скот, десятки тысяч коров, овец, лошадей расстреливали и сбрасывали в огромные траншеи. Чтобы скрыть мертвую зону от случайных глаз и запретить любую хозяйственную деятельность, правительство пошло на беспрецедентный шаг. Зараженную территорию обнесли колючей проволокой и официально назвали Восточно-Уральский государственный заповедник. Вывески гласили, что здесь проводятся важные экологические исследования флоры и фауны. И это была правда, только исследования касались того, как радиация вызывает мутации у животных. Охранники имели приказ стрелять на поражение по любому, кто попытается проникнуть в заповедник за грибами или ягодами. Упоминание аварии в прессе, медицинских картах или частной переписке приравнивалось к разглашению государственной тайны и каралось лагерями. Врачам запретили ставить диагноз «лучевая болезнь». Но самое поразительное в этой истории – реакция Запада. Могла ли американская разведка не заметить взрыв, эквивалентный сотне тонн тротила, на главном плутониевом заводе своего врага? Конечно, нет. Самолеты-разведчики Ю-2 регулярно летали над Уралом. ЦРУ зафиксировала радиоактивный след, заметила исчезновение деревень с карт и перемещение сотен тысяч тонн грунта. Позже, в 1970-х годах, диссидент и биолог Жарес Медведев, эмигрировавший на Запад, опубликовал книгу о Кыштымской трагедии, основываясь на анализе советских научных статей. Казалось бы, у Вашингтона в руках идеальный козырь для пропаганды. Смотрите, Советы травят радиацией собственный народ. Но ЦРУ засекретила эти данные от американской общественности. Почему? Ответ кроется в политике и деньгах. В конце 50-х и в 60-е годы в Соединенные Штаты Америки бурно развивалась собственная атомная энергетика. Строились десятки АЭС. Если бы американцы узнали, что ядерные отходы могут взорваться и уничтожить территорию размером со штат Нью-Джерси, в стране начались бы массовые протесты, которые могли поставить крест на всей ядерной программе Соединенные Штаты Америки. ЦРУ и Комиссия по атомной энергии предпочли скрыть грехи своего врага, чтобы защитить свои собственные интересы. Парадоксально, но в сокрытии правды о Кыштыме СССР и Соединенные Штаты Америки действовали заодно. Правда стала достоянием общественности только в 1989 году, на волне гласности, спустя 3 года после Чернобыля. К тому времени тысячи ликвидаторов и жителей окрестных деревень уже умерли от онкологии, так и не узнав, что именно их убило. История Кыштымской аварии – это самый страшный пример того, как государство ради геополитических амбиций готово пожертвовать жизнями сотен тысяч своих граждан и стереть память о них. И это яркое доказательство того, что иногда даже враждующие сверхдержавы могут объединиться в заговоре молчания против простых людей. Мы не должны позволить этой правде снова исчезнуть в архивах. Прямо сейчас спуститесь в комментарии и напишите, знали ли вы о Кыштымской катастрофе до Чернобыля? Как вы считаете, справедливо ли ЦРУ скрыла эту информацию от всего мира? Ваша активность — это единственный способ пробить алгоритмы YouTube. Поставьте лайк этому видео, чтобы его увидели миллионы. Поделитесь им с друзьями, чтобы они узнали правду, которую скрывали 30 лет. И, конечно же, подпишитесь на канал «Код доступа». Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые расследования. Чем нас больше, тем сложнее от нас скрыть историческую правду. Кыштымская катастрофа показала, как государственная машина может заставить замолчать сотни тысяч людей ради сохранения своих секретов. Но это был далеко не первый раз, когда советская власть буквально стирала масштабную трагедию из новостных сводок. За 5 лет до взрыва на Урале в 1952 году, еще при жизни Иосифа Сталина, мощнейший удар стихии за считанные минуты смыл с лица земли целый город. Гигантская океанская волна высотой с многоэтажный дом обрушилась на северо
Северо-Курильск, унеся жизни тысяч людей, от младенцев до военных. Но на следующее утро и долгие годы после в советских газетах не вышло об этом ни единой строчки. Почему Сталин категорически запретил рассказывать о разрушительном цунами? И как вышло так, что из-за отсутствия систем оповещения жители города, пережив первую волну, сами пошли навстречу своей смерти? Прямо сейчас на вашем экране появилось видео «Цунами в Северо-Курильске 1952». Главная тайна, которую скрыл Сталин. Кликайте по нему, чтобы узнать о катастрофе, которую вычеркнули из истории. С вами был канал Код доступа. Никогда не верьте официальным версиям и ищите правду вместе с нами. До встречи!